Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим особое внимание соли. Поговорим о том, как правильно относиться к соли, какие правила есть обращения с солью и что ни в коем случае никогда не делать нельзя с солью. Очень важная информация, поэтому обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца. Вы много узнаете и подчеркнете для себя очень много важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. О силе и свойствах соли известно еще с давних времен, и наши предки всегда в самых трудных ситуациях обращались к ней за помощью, но в те времена достать ее было очень проблематично. Но теперь она есть в каждом современном доме, и мы можем купить ее в любом магазине, в супермаркете, и мы пользуемся солью ежедневно. Но также мы должны понимать и знать, что соль имеет очень сильную энергетику, способную собирать негатив, очищать наше жилье от плохих энергий, убирать с глаз порчу, а также с помощью соли можно привлечь различные положительные энергии. Соль может принести любому человеку при этом как пользу, так и вред. И очень важно научиться ее правильно использовать, ведь таким образом вы сможете изменить те моменты в вашей жизни и изменить их только в лучшую сторону. А вот если вы не знаете этих простых правил, то, к сожалению, вы можете и навредить себе, притянув сильный негатив, который принесет неприятные изменения и проблемы. Для того, чтобы не навредить себе, нужно внимательно изучать советы, рекомендации, которые связаны с солью, и понимать и знать, что можно, а что нельзя делать. Поэтому никогда никому не одалживайте соль, так как она имеет свойство вбирать в себя энергетику вашей семьи и жилья. И когда вы кому-то отдаете соль, вы таким образом отдаете часть своей энергетики, этим ослабевая ее, что в этот период может способствовать тому, что неприятности, проблемы могут просто поселиться в вашем доме, при этом и на долгий период. А если человек, который ее у вас одолжил, еще и завидует вашим отношениям в семье, вашему достатку, то, к сожалению, вы это притянете неприятные моменты в свою жизнь. А это могут быть и ссоры, какие-то недомолвки, это могут быть денежные потери и много-много еще чего негативного. Поэтому не рискуйте и соль из своего дома никогда не отдавайте. Если создалась такая непредвиденная ситуация, что вы не можете отказать в такой просьбе, тогда сделайте кулечек из белого листа, насыпьте в него соль и скажите следующие магические слова. Энергетику свою в доме оставляю, ее ни в коем образе не разрываю. В кулечек белый соль насыпаю, его закрываю и ее энергетику обнуляю. Проговорив эти слова, вы можете одолжить соль, не принеся себе вреда. Но не давайте ее из рук в руки. Положите кулечек также на белый лист бумаги, пусть даже вы будете его держать в руках, а тот, кому вы ее одалживаете, пусть сам возьмет. Когда вы будете одалживать соль, предупредите, что возвращать эту соль ни в коем случае не нужно. Но если вдруг человек не послушается вашей просьбы и принесет соль вам обратно, в таком случае смойте соль сразу же под проточной водой. И ни в коем случае не используйте ее в своей жизни, пожалуйста. А смывая соль, обязательно скажите эти магические слова.
Соль не забираю, негатив не подбираю, сразу все смываю и из дома убираю. Проделав это, вы не подберете негатив, если соль была принесена с умыслом. Так как соль способна впитывать в себя все энергии, что находятся вокруг нее, при этом как положительные, так и отрицательные, и по этой причине она не должна находиться никогда в открытой посудине. Если вдруг возле нее, например, произойдет какая-то ссора, скандал, то соль, она впитывает в себя весь этот негатив. А вы, когда будете готовить и использовать эту соль на кухне, вы таким образом передаете негатив вместе с едой всем членам своей семьи и тем самым нарушаете энергетику, что приведет к беспокойству, к бессоннице, к неудачам и многим-многим другим нехорошим моментам. А если в дом придет еще и недоброжелательный или завистливый человек и посмотрит на соль, с помощью такой соли вы для всех членов семьи можете установить блок для поступления положительных и денежных энергий. Поэтому перед тем, как накрывать стол, первым делом ставьте всегда на стол солонку. Знаете, именно эта практика привлечет в ваш дом достаток. Если кто-то из присутствующих за столом попросит передать ему соль, пожалуйста, никогда не передавайте соль из рук в руки. Просто пододвиньте к нему ближе. Делайте это обязательно левой рукой. И так вы не отдадите человеку свои положительные, денежные, созидательные энергии и не допустите утечку финансов из дома. В вашем доме всегда должна быть соль. Серьезно относитесь к этому вопросу, так как в том доме, где она отсутствует, будет отсутствовать и благополучие. А чтобы соль оберегала вас от негатива, на ночь всегда ее закрывайте. Таким образом, она в ночное время суток будет беречь ваш дом от негативных вмешательств. При этом обязательно проговаривайте такие слова. Соль, ты в ночное время дом оберегай, от беды и неприятностей защищай. И это будет способствовать тому, чтобы все плохое обходило ваш дом стороной. Также никогда не берите в подарок солонку, даже если она вам очень понравилась, ведь такая вещь, подаренная не от чистого сердца, потом передаст негатив, который был вложен в нее, которой вы ее потом наполните. Поэтому, когда вы будете использовать такую соль для приготовления еды, то этим вы принесете вред благосостоянию и благополучию всем тем людям, кто живет в таком доме. А если соль, которая находится в вашем доме, вдруг изменила цвет, это говорит о том, что в вашем доме присутствует разрушительный негатив, который способен принести достаточно сильный вред. Как только вы такое увидели, берем соль и сразу смывайте под проточной водой. И обязательно скажите следующие магические слова. Все, что ты вобрала, с собой унеси, и для положительных энергий место освободи. И одновременно нужно срочно провести энергетическую чистку дома. Не оставляйте на потом, это очень важно. Друзья, соль, она вообще имеет магические свойства. И, как правило, ее используют для различных также ритуалов, для обрядов, практик. И на нашем канале Эзотерика для тебя очень много информации, которая связана с практиками, с ритуалами с солью. Это и защита дома. Это также, как мы можем говорить о том, как убрать можно с глаз порчу. Помните про ритуал солью на сковородке. Это также очень достаточно сильный ритуал, который действительно помогает увидеть вот тех врагов, тех злых недоброжелателей, которые их пытаются прийти к вам в дом и принести вот эту разрушительную энергию, вот эту вот зависть, злость, ненависть. Поэтому, пожалуйста,
Соблюдайте, казалось бы, эти простые правила, и именно они помогут вам избежать всевозможных неприятных изменений в вашей жизни, а также не привлечь негатив, потому что негатив, когда он сильно разрастается, он привносит в нашу жизнь не очень хорошие события, моменты и изменения. Также, пожалуйста, всегда обращайтесь с солью правильно, и вам не о чем будет переживать, потому что соль также имеет свои магически определенные свойства, о которых вы теперь знаете и можете использовать. Обязательно поделитесь этим видео своими друзьями, родственниками, с теми людьми, которым действительно будет эта информация полезна и важна. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.